Рассмотрим сегодня порядок создания семейства. И в сегодняшнем видео мы начинаем такую довольно большую серию, где будем говорить о разных видах семейств, как они создаются, по разным принципам, как создаются, с помощью разных инструментов. Но сейчас пару слов о том, какие семейства вообще бывают. Вообще существует три вида семейств. Мы знакомы уже с вами со стеной. Когда мы выбираем инструмент стена, появляется здесь семейство, которое называется системное семейство. Это семейство, оно прямо находится здесь в шаблоне программы, и мы можем только поменять его конструкцию, как мы делали с вами, например, со стенами, когда мы строили стены. Точно такое же семейство есть перекрытие, точно такое же семейство есть, например, крыши. Кроме системных семейств, есть семейства, которые существуют сами по себе отдельно. Эти семейства у нас вот здесь они загружены. И вот видите, здесь есть, например, семейство, например, там панели витража. Вот она, системная панель со стеклением. Это семейство мы можем создать здесь в проекте. Такие же семейства еще находятся в библиотеке. Такое семейство создав, мы можем потом сохранить его отдельно в своем собственном формате RFA и, допустим, в себе в библиотеку загрузить и его использовать в последующем в других проектах. Дальше, кроме того, есть еще такие семейства, которые называются контекстные семейства. И эти семейства создаются точно так же, как обычное семейство, но они присутствуют только в данном проекте. Из таких семейств мы начнем. Чтобы такое семейство создать, нужно на вкладочке «Архитектура» открыть компонент и нажать «Модель в контексте». И далее появляется окошко, которое нам рекомендует выбрать категорию семейства. Что будет, если мы тут не выберем категорию семейства? Или выберем вот такую, здесь есть категория, называется обобщенные модели. Это как бы ни к чему, никакой категории не привязанная, вот я выбрал, ни к чему не привязанная модель. Это означает то, что вот эту модель, которую мы создадим, мы потом не сможем, допустим, извлечь из нее параметры спецификацию. То есть мы сделаем, например, скажем, модель колонны, а спецификацию колонн мы уже ее включить прямым образом не сможем. Дальше, некоторые свойства, например, там материалы по категории, которые применяются, здесь не будет. Если вы не знаете, например, к какой категории отнести, то начать можно с обобщенной модели. А далее посмотрим. Вот я выбрал обобщенную модель. Окей. И надо имя задать. У меня обобщенная модель 1. Окей. И обратите внимание, программа перешла в режим эскиза. Теперь эту модель надо создать. Для начала посмотрим, чем мы можем создавать. Здесь есть панелька, которая называется «Формы». И здесь есть формы твердотельный элемент выдавливания, дальше перехода, есть вращения, сдвига, перехода по траектории. Мы будем всеми этими элементами, всеми этими инструментами пользоваться при создании разных видов семейств. Сегодня мы начнем с самого простого, с выдавливания. Дальше, теперь есть еще здесь кнопочка, называется «Полная форма». Если мы развернем, то увидим, что те же самые элементы, которые были здесь, но они являются полыми. Так вот, эти элементы нужны для того, чтобы создавать выемки, пустоты в модели. То есть сначала создается, например, модель полная, а потом то место, где должно быть, допустим, отверстие, то создается с помощью полого элемента.
И потом эта вся геометрия объединяется. И тогда получается у нас элемент с вырезами. Мы тоже будем этим потом пользоваться. Для создания элементов можно пользоваться вспомогательными линиями. Это линии, которые присутствуют здесь на чертеже, на эскизе, и они помогают нам построить саму модель. Можно задавать опорные плоскости, рисовать их, то есть, допустим, откуда будет модель начинать строиться и до какого места строится. Мы тоже будем этим пользоваться, если необходимо. Если мы ничего не нажимали здесь, то модель наша будет строиться, начиная от уровень у нас был открыт первый, от уровня первого. И до того, по высоте будет строиться до того момента, который мы здесь с вами укажем. Значит, выбираю инструмент выдавливания, твердотельный элемент выдавливания. И дальше, смотрите, что происходит. Появляются инструменты рисования, а также красный крестик, зеленая галочка, которая показывает то, что мы перешли в режим эскиза. И вот теперь необходимо нам что-то изобразить. Ну, допустим, я возьму многоугольник, 6 сторон, укажу начало, ну, допустим, там какой-то радиус, да, и вот у меня построился шестиугольник. Я хочу, чтобы у меня это была, допустим, колонна высотой 3000 миллиметров. По умолчанию здесь ее высота будет 250 миллиметров. Значит, я поставлю здесь 3000. И далее, что я могу здесь поменять? Материал поменять. Ну, видите, он по категории. Значит, ну давайте мы такой поставим материал, чтобы он был визуально нам виден, что мы поставили другой материал. Выберем, например, древесину. Ну вот там сосна, скажем. Так, чтобы использовался визуальный образ, применить ОК. И смотрим обязательно здесь, чтобы он был. Дальше мы можем установить переопределение видимости графики. И посмотрите, что здесь можно поставить. Можно здесь поставить или снять галочку. По умолчанию галочка стоит везде. Можем мы, допустим, убрать галочку, чтобы на планах этажей этого не было видно. Или наоборот, на фасадах не было видно. Далее, смотрите, мы можем убрать, что при уровне детализации низкий его видно не будет. А при среднем и высоком будет. Вот давайте я уберу здесь низкий уровень детализации. Окей. Ну и все, нажимаем зеленую галочку. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Вы видите, вот у нас получилась вот такая колонна, да, шестиугольная, деревянная, да, материал дерева визуально видно. И давайте посмотрим, включим здесь на 3D виде уровень детализации низкий. Так, и вот здесь на плане тоже включим уровень детализации. Да, завершить модель мы не завершили. И вот смотрите, раз модели нет, а здесь она есть. Включим уровень детализации, допустим, средний. Вот она появилась, да. Здесь то же самое, низкий, пропала, высокий, появилась, да, появилась. Видите, что мы можем этим управлять? Ну, для, допустим, колонны, если мы это изобразили колонну, это может быть оно и нет необходимости так делать. А если у нас, например, это может быть, ну, например, скажем, выключатель, который нам необходимо, чтобы на 3D виде при детализации высокой он отображался в реальном своем виде, а на плане он отображался в виде условного знака, то мы вот в модели можем заложить, сделать две модели условного знака и реального изображения, но видимость назначить разную. То есть будет при, допустим, низкой детализации, это будет условный знак показываться,
а при высокой будет показываться модель. Вот для чего это необходимо. Ну а теперь дальше, что мы можем дальше с этой моделью делать? Вот смотрите, если мы по ней щелкнем, выделим ее, то дальше мы можем что? Поменять ее. Вот видите, у нас открывается ее свойство. И здесь есть рабочая плоскость, на чем мы ее строили. Начало выдавливаем 0,0, значит начало на уровне 1. Конец выдавливания 3000. Я поставлю 3500. Применить. И видите, она выросла. Материал здесь можно поменять, ну, под категории. И здесь есть еще свойства этого тела. Стоит тело, либо полый. Когда стоит тело, это означает, что это материал здесь сплошной, и это сплошной элемент. Если бы я поставил полый, то он был бы пустотел, и он бы вырезал в чем-то отверстие. Вот в чем разница. Ну а также можно регулировку проводить непосредственно вот здесь за ручки формы. И смотрите, если я тут поменяю, то теперь вот и потом в последующем выберу, то поменяются ее там и размеры, которые у него есть. Вот могу выбрать контекстное редактирование и изменить, например, что? Ну вот поменяем, скажем, форму его. Вот сделаем вот какую-то такую, да. Завершаем модель, завершили, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот она и поменялась. Видите, это достаточно удобно, прямо непосредственно в проекте делать, ну, любые элементы, которые нам возникает необходимость. И делать их быстро и подстраивать их под то, что нам нужно. И если мы делали эту модель, мы делали ее как обобщенную модель, то никуда мы ее потом в спецификацию не извлекем, эти свойства. Но мы можем назначить ей категорию другую, да? Мы можем выбрать, например, здесь выбрать и здесь поставить, например, там изображения, какие касаются вот этого элемента, и провести контекстное редактирование. И здесь поменять свойства, да, поменять категорию другую, поставить не обобщенные модели, а, например, колонны. Назначить ОК, завершить модель, и вот теперь она у нас стала колонной. Где эта модель находится в проекте? А вот давайте здесь посмотрим. Вот здесь у нас вот есть колонны. И вот смотрите, есть колонна, та, что была у нас в шаблоне, а вот есть колонна, называется обобщенная модель 1. Обобщенная модель 1. Я ее выбираю, нажимаю создать экземпляр, и могу создать ее колонны, окей, и создать еще другую, допустим, другую какую-то колонну, которая необходима, да. Вот она здесь, и здесь ее место, где она находится. В принципе, все, да, что нам надо знать про контекстное семейство. О том, как делать другие семейства, что для этого использовать, мы об этом поговорим уже в следующий раз.